Всем привет! Новое видео вам на выходные сделал. Такое разнообразное, я думаю, понравится. Опять же, посмотрите до конца, так ничего не поймете. Все вы хотите увидеть за 5 минут. Для новых зрителей: 20 лет я живу в Италии. Канал назвал «Жизнь иммигранта». Кто-то живет здесь, вам должно быть интересно, потому что можете сравнить мою жизнь, мою работу со своей. Кто-то собирается переехать, ну и всегда, наверное, будет полезны мои видео. В конце концов, это просто развлекуха. Я тоже хочу вам помочь отвлечься от каких-то новостей там или всего такого. Вы знаете, на улице сложно снимать всегда, блин. Не знаешь найти место, чтобы тебя никто не видел. Не дай бог, кто-то проходит. А что он там делает? А с кем он там разговаривает? Поэтому многие снимают в машинах, там где-то в комнатах и все такое. На улице сложно снимать. А так как я еще и неопытный, надо как-то научиться не обращать на них внимания. Ну, неважно, может собака пробежать, загавкать, трактор проехать. Все, вы останавливаетесь, мысль уходит. И так что если я где-то экаю, мэкаю, бэкаю, проглатываем. Я пытаюсь вырезать, но не всегда получается. В общем, смотрим видео, еду на работу, работаю. Кстати, дом я уже там довольно серьезно переделал. Смотрите, плейлист есть целый там, я не помню сколько, но больше 10 видео. Кому интересно сам процесс работы. Ну и просто видео для разнообразия снимаю. Есть Ватикан, классное видео, мало посмотрели людей. В Риме прогулка, вот недавно, пару дней назад снял. Я вам буду оставлять ссылки, ну, при желании на выходной в самый раз вам будет, смотрите. Все, приятного просмотра, увидимся. Ну, куплю что-нибудь поесть. Ладно, иду куплю какой-то пиццы, молока. Полюбляю я это иногда. Мясо мне, я такой не сильно мясной чел. Ой, идем глянем, что там. Люблю я этот Евроспин. Такие цены здесь классные. Так, ну пришлось мне отключить звук. Как всегда, музыка мешает снимать ролик. Ну, гляните на цены, вроде и так понятно. Помидоры 2 евро. Огурцы по евро 30. Беру так, чтобы не в сухомятку кушать. Сыр, как всегда, я уже 100 раз его показывал. Вкусный, мне нравится. 10 евро килограмм. Молоко евро 15, евро 40. Ну, такое. Мне кажется, в пакетах чуть дешевле, а в бутылках то же самое. Ну и к молоку, конечно, пиццу. Возьму вот эту пиццу Бьянко с молоком. Нравится она мне. Корнетты здесь дешевые. Помните, я как-то в баре говорил, 4,50 заплатил за стакан молока с кофе и одно корнетто. Опять надо было отключить звук, а то реклама такая, как будто я не пиццу смотрю, а рекламирую вам чего-то. Куры эти выгодно брать, но здесь они с картошкой ее продают. Ну и нарезки на бутерброды. Сыры я люблю эти всякие разные, но они дороговатые. Я вот обычно тот беру, мне достаточно. Каждый раз беру эти бифстейки в надежде, что я на костре их пожарю, и все время жарю на сковородке. Ну, я все равно выберу время. Стоят они около 6 евро килограмм, 6-7. Ну и кошки надо что-то взять. Знаешь, друг у меня. На буста. Ну вот, 21 евро. Что я взял? Пару пакетиков. Ну и так и получается, что, ну, чтобы вы не зашли так на день взять, пожрать, ну, на пару дней. Я тут и мясо взял. 3-4 куска, там 6 евро. Ну, все равно 10-20 евро надо по минимуму купить, чтобы так, чтобы вам было на пару дней перекусить, поесть. Все, еду. То есть я считаю, что если где-то есть такой магазин, всегда выгоднее зайти либо поесть, либо взять себе что-то выгоднее, чем в баре. Я говорю, я последний раз зашел, не то чтобы там я
разорился, ну 4,50 за один корнет, причем дохлый, даже не такой, как был на витрине. И кафе латте, это стакан молока с чуть-чуть кофе. Да ну вас нафиг. Это итальянцы, вот они так каждый день идут в бар, понимаете, и не думают, что там надо, не надо, надо. Все, еду работать. Чтобы вы понимали, у меня работа начинается со всяких открываний, закрываний. Я полчаса, как минимум, час трачу на встречу с этим домом, потому что полно окон, все, я постоянно проветриваю. Ну, извиняюсь, еще и помидоры поливаю. Ну, помидоры, время такое, знаете, вдруг завтра война, а я без помидор. Люблю я больше все-таки финишные работы, потому что это уже как-то все начисто, уже глаз радуется. Да и сама шпаклевка, она приятнее к рукам, к лицу, к взгляду. Потому что вот эта вся штукатурка, я называю это месить болото. По моей работе как-то мне доставались все время самые сложные места. Те, кто не хотел делать там углы, маленькие ванные. И как бы вы знаете, за счет этого я стал профессионалом в этом. За счет того, что никто не любил делать сложности. А я именно даже в первую очередь за них брался, потому что мне интересно. Хотя многие меня потом обвиняли, что ж ты там сидишь, играешься, мы тут, так сказать, объемы делаем, а ты тут какие-то уголки сидишь, отшлифовываешь. На самом деле это хитрость многих рабочих. Взять большую стену и не тратить время на какие-то мелочи. А кто эти мелочи будет делать? Кстати, эти углы стоят тоже денег, чтобы сделать. Когда ты шпаклюешь ровную стену, у тебя нету этих углов, тебе не надо, ты быстрее делаешь. Каждый этот угол, стоит бабок. Вы видите, сколько я трачу с каждой стороны. И потом это еще надо зашкурить. Когда зашкурю, что-то вылезет. Опять подшпаклевать. Эти колонны стоят отдельных денег. Если тоже делать смету, то они не будут как на метры квадратные, скажем, как обыкновенная стена. Это я их опять же умею делать. Что вы думаете, все умеют эти углы делать? Даже мой сын не умеет. Я его сколько учил, не знаю, может уже научился, не знаю. В предыдущих видео я часто рассказывал в начале, что я больше предпочитаю в последнее время работать либо один, либо с итальянцами, потому что очень много времени проработал с украинцами, да, в общем-то, и с русским приходилось. Русских здесь немного на стройках работают. Белорусов много есть. Кстати, отличные люди, очень мне всегда нравились. Какие-то душевные и человечные. А вот с нашими постоянно возникали конфликты. И даже здесь я уже отвык от этих конфликтов. Ну, даже здесь появился у меня один архаровец такой. Не знаю, как-то опять же, ну, он вроде как не хейтер, но я так понимаю, что он там из себя возомнил очень крутого, Юра его звать. То ли он там бригадир, то ли что. Ну, короче, начал то обсирать человека, который ему помог с Черновцов за деньги, то наехал на меня, что я с Черновцов, что я здесь ни черта не сделал, оказывается. Ну, во-первых, он обосрал меня, что типа я хреновый прораб. Какой я прораб? Я вообще здесь работаю один. Почему здесь прораб? Ну, видимо, потому что он прораб. И договорились, знаете, до чего? Что я с Черновцов, что он знает Черновицких, что Черновицкие говно. А он, я не знаю, то ли Черкас, а там, видимо, все ангелы и святые, я не знаю. Что его понесло? Вы понимаете, что в нашем народе сидит? Кто лучше, кто хуже, какой город? Блин, я года 3-4 я от всех отошел украинцев наших. Я ни с кем эти темы не обсуждаю. У меня такая голова, у меня аж мозг взорвал, понимаете? Я не мог остановиться от этого бреда. Где же я с итальянцем работал, обсуждал, а кто там в Неаполе или кто там в Милане какой. Да кому какая разница, каждый живет своей жизнью. Вы что за люди такие, блин, ё-моё. Что все кого-то обосрать, все кого-то обсудить, а кто лучше, а кто хуже.
живите, блин, спокойно своей жизнью, народ. Ну, я не всем подписчикам говорю, но в частности опять мне попался какой-то мудила. Я уехал в Италию, действительно, я здесь отдыхал по-своему. Ну, как бы у итальянцев нету такого. Ну да, они там по-своему бу-бу-бу, но не так агрессивно, не так часто. А здесь у нас в бригадах, сколько я вам говорил уже, я не просто так эти темы обсуждал, потому что они просто вот здесь вот, или в печенке, где они там отлаживаются, эти негативные вещи. Народ, исправляйтесь, любите друг друга, не ищите вы, кто лучше, кто хуже. Знаете, что он мне еще потом написал? Я говорю, ну, то у меня, я уже знаю тип таких людей. Человек набирает не хороших рабочих сильных, а таких тюфяков, знаете, которые молчаливые, боятся его, в страхе такие работают. Я ему пишу, хочешь быть орлом среди воробьев, так сказать? То есть хочешь быть сильным, окружай себя сильными. А он мне говорит, ты черновицкий воробей, подожди, вот типа границы пооткрывают, наши сюда приедут, и типа ты ответишь, что-то за что-то я отвечу. Я за каждое свое слово отвечаю. Вы представляете, человек здесь живет уже много лет. И мало того, что напрягает обстановку среди украинцев, опять же, сравнивая города, тот хороший город, тут плохой, тут это, тут внутри страны. Живя в Италии, да нормальные люди вообще уже обитальянились, они уже и не думают о тех проблемах и тех делах. А это чучело, блин, вылезло еще здесь. Скучно ему стало. У меня сын, когда приехал сюда в 11 лет, он чуть не плакал, хотел домой. Скучал за друзьями. Сейчас я его спрашиваю, ты хоть с кем-то общаешься с нашими? Ну, с нашими, с Черновцов. Мы уже оставались там какие-то кенты, он так... Вообще у него дружба была, это на первом месте. Он такой правильный друг был. А ведь я ни с кем не общаюсь. Вот настолько... разные интересы и сложно, когда ты долго здесь живешь, найти общий язык там не просто. Хейтеры, вы говорите, блокируйте. Мне не интересно блокировать. Мне наоборот интересны люди с каким-то особым мнением. Ну, даже если они очень неправы, ну, не знаю, можно даже к ним относиться и с сочувствием, что это у них проблемы, а не у меня или у вас. Они тоже хотят высказаться, и, возможно, они могут побубнить, и сами как-то переосмыслят, что они не правы. Ну, скажем, даже с вашей поддержкой. Я вам буду рассказывать каждые мелочи. Только так можно понять, потому что вся жизнь, она не слаживается там. Вот вы приехали на Колизей, посмотрели, в центре Рима погуляли, и вот она кайф в Италии. Нет, вообще не так. Она слаживается с очень маленьких сложных ситуаций, которые каждую ситуацию надо уметь решать позитивно, если вы не хотите здесь сойти с ума, если вы хотите двигаться в правильном направлении, а это в первую очередь у вас должна быть семья, у вас должны быть деньги, ну хотя бы не то что минимальные, на минимальных скучно жить. Хотя бы те, чтобы вы могли и отдохнуть, и вкусно покушать периодически, и не умирать на этой работе, как вол. Даже те, кто здесь живут, этот канал тоже пригодится вам. Хотел, да, порекомендовать вам, вот у меня многие спрашивают там за документы, как там какие-то вопросы
решить. Ну, мне, во-первых, сложно на все отвечать. Есть разные телеграм-каналы, есть Facebook. Кстати, у меня есть один знакомый тоже. У него есть свой канал по Италии. Там тоже много информации можно найти. Он его сейчас еще развивает. Мы с ним общаемся, мы знакомы. И то есть без этих каналов невозможно многих вещей собирать. Ни один вам, будь то телеграм-канал или Facebook, не соберет всю информацию. Но на моем канале я буду стараться более-менее как-то все это объединять. Поэтому я вам оставлю ссылку на канал в Фейсбуке этого парня. Зайдите, подпишитесь, посмотрите. Ну и так вы будете себе копилку собирать, понимаете? На Ютубе вы подписываетесь себе, одно собираете, что вам интересно, в Фейсбуке другое, в Телеграме третье. И так вот, во всяком случае, я так живу. Мне так удобно. Также я вам могу посоветовать при любом вопросе перенаправить вас к кому-то. Посмотрите обязательно этот канал, рекомендую. И мне, наоборот, стало интереснее жить. Честно вам говорю, вот мне нету времени пива выпить, там расслабиться, потому что где мне расслабиться, когда я все время напряжен. Я вам советую, бросайте вот это бухало, ищите себе хобби, занятия. Вот когда вы себя загрузите с головой, вот действительно тогда вы живете. Мне тоже очень много блогеров попалось, что говорят, именно жить на пределе, вот это именно правильно жить. Во-первых, вам сложно будет постареть, у вас мозг постоянно тренируется, тем более в наше время, когда много техники, много всего новшества, вы должны успевать за этим всем. У меня есть друзья, мои ровесники, с которыми я вырос, которым интересно, я с ними созваниваюсь по WhatsApp, ну как дела, как, что ты там, как? Я говорю, так у меня канал есть, зайди, посмотри. Да, он у меня что-то потерялся, я не знаю, мне не приходят от тебя видео. Я говорю, так ты хоть подпишись. Да, Андрюха, я не знаю, где там это подпишись, как это подпишись, вот до такой степени. А у меня же аудитория людей в возрасте, и я уверен, что 50% ну, просто не знают, как нажать на ту кнопку и вообще не задумываются, надо ли. Они посмотрели видео и пошли себе спать. С пенсией вообще непонятно, что будет, хочется что-то и заработать. Не знаю, хочется ли мне дом, уж очень много проблем. Документы, это такое вбухивание денег. Вот знаете, ты живешь на этой аренде, у тебя никаких проблем. Какая-то проблема серьезная в доме, я звоню уже хозяину дома, иди решай. Иди влаживай деньги. Я, в общем-то, живу на минимуме. Вот мы с женой платим, если бы еще сын помогал, по 200 евро срыла в месяц, это вообще копейки. Это можно за день выйти заработать. Ну, если ты мастер, конечно. Поэтому не такая-то и беда жить на аренде. А когда это свое, это все, тебя вот так вот система ломает, как будто делает, чтобы тебе невыгодно было держать и иметь свою недвижимость. А если ты имеешь, они с тебя выжмут все по полной программе. В общем, может быть, видео длинное, частично, может, и бессмысленное. Но иногда же вам просто хочется посидеть, посмотреть что-то, кто как болтает, хотя бы, чтобы вам не напрягали нервы. Часто под некоторые видео я просто засыпаю, знаете, ищу не каких-то эмоциональных там блогеров, а кто вот там бубнит, что-то там рассказывает, ну, более-менее хотя бы что-то не совсем уж бред какой-то. И так засыпаю под этих блогеров. Пишите, может, мне что советуете, что бы хотели увидеть, помимо стройки, помимо дома. Конечно, если что-то захочет один, а всем это не в тему, может, и не пойдет. У меня, кстати, уже много советов. Они у меня где-то забылись, где-то я даже скриншоты ваших комментариев делаю с советами. Вы потом где-то вспомните и войти в какую-то тему. Ну и работа, которую не любит никто. Рассказывать тут и объяснять нечего, поэтому, чтобы вам не так нудно было смотреть, я подберу какую-нибудь музычку. Надеюсь, музычка у меня по качеству будет лучше, так как я там подписался на один платный сайт.
Работа нудная и ужасная, я ее ненавижу. Именно поэтому я всегда учился хорошо шпаклевать, чтобы было меньше шкурить. Вы даже не представляете, как люди не умеют шпаклевать и как после них тереть. Главное использовать правильную наждачку. Допустим, если стартовая типа шпаклевка, это по-любому 150-ку, даже 120-ку. Иногда можно и без финишной шпаклевки. Меня вначале вообще заставляли 220-ками. Это очень нудно, она быстро забивается. Я ее терпеть не могу, никогда не использую. Если имеете желание растянуть работу, то 220-ка в самый раз. Блин, 9:30 вечера, я еще работаю. Грунтовка по нашего была. В основном она такая. Чуть. Краска потом не так впитывается. Короче, уже завтра. Еще одна стена грунтовка. Пока так, до завтра высохнет. Хоть что-то можно начать красить, что-то грунтовка, еще столбы сейчас пройду. Эти больные, болезненные. Луна освещает нам дорогу. Барабанщики задолбали, блин. Бум-бум-бум-бум. Срач, конечно, ха-ха. Опа-да! Что такое? Камера! Лежать боятся. Видели, как работает? Хе-хе. 10 евро в месяц плачу. 10 гигабайт дают, а трачу я 1 или 2. А меньше не дают. Ну, был бы Wi-Fi, можно было бы подключить. Вечером, конечно, классно тут. Такое умиротворение. Не знаю, как вам передать. Прохлада. Луна. Птицы уже спят, наверное. И барабанщики, кажется, тоже пошли спать. Всем доброе утро. Как всегда. Особенно такое добрейшее. Доброе утро всем. Опять ночка прошла здесь. Сегодня у меня ударный день. Покраска, все подготавливаю. Картон, клеенки, все надо закрыть. И мне сегодня салон этот надо быстро закрасить. Он очень большой. И все стены я подготовил, ну, скажем, до этой лестницы.
Здесь еще вчера поговорил с хозяйкой, будем работы делать с этим, с этой электрикой. Ну а здесь вперед. Все готово. Камин закрою сейчас. Так, камин заклеил. Почти готово. В некоторых видео я красил кисточкой, и меня часто спрашивали, а что такое, а как в Италии кисточкой, типа это какой-то ужасный метод первобытный. Я, во-первых, 10 лет вообще вначале красил только кисточкой, и никаких валиков не разрешали. Валик считается, это такая работа, скажем, непрофессиональная. Во-вторых, в валике есть свои нюансы, в общем-то, как и в этом способе, что остаются такие точки. Если вы потом что-то хотите подшпаклевать, шпаклевка делает гладко, и возобновить эти точки надо либо опять же валиком красить, либо, ну, то есть всегда считалось, что сами итальянцы даже хотели, чтобы кисточкой, потому что это, так сказать, более ручная работа. Да и часто неудобно, но вот справа вот этот угол, окно, все узко, углы все равно надо кистью проходить. Ну, есть, конечно, можно и валиком, ну, как-то, ну, все по привычке, по-своему все привыкли. Я всегда экспериментирую, говорю, что я случайно купил этот, увидел по скидке за 70 евро, купил, думаю, дай попробую. Так как я его периодически и крашу. С одним этим итальянцем работал, там я показывал компрессор побольше. Но у него там закидывается в ведро, краска идет по шлангам, потом эти шланги мыть, много воды надо. Ну, такое. Мы когда делали гостиницы, там очень большие объемы, там есть смысл. А здесь я, ну, в общем-то, за 2 дня могу салон такой покрасить. При том, что люди его красят и неделю, и 1,5. И опять же, все зависит от квартиры, от состояния. Есть элитные, так сказать, квартиры, что там каждые 10 сантиметров тебе просмотрят. Ну, здесь все проще. В общем, универсальность, я считаю, должна быть во всем. Вы должны уметь и кисточкой, и компрессором красить, и валиком, и разными типами валиков, и понимать, где, что, для чего. А для этого надо именно пробовать, и тогда сами для себя решите, где и чем вам красить. Ну а валиком, допустим, вот в таком способе на длинной палке, если вы никогда не красили или долго не красили, поверьте, к вечеру вы просто умрете от усталости. А когда еще и жара, то это вообще сложно. Кстати, в этом доме довольно прохладно в этом салоне. Ну, просто я работаю, мне уже стало невыносимо жарко. А так салон какой-то интересный, он просто держит прохладу. Наверное, за счет этого кирпича туфа. Помните, я вам говорил, кто смотрел. Кстати, не забывайте подписываться на канал, а то ничего не поймете так с одного видео. Там есть целый плейлист с этим домом, можете от начала смотреть. И посмотрите хоть кто. Я думаю, что многие не смотрели, все-таки 7 тысяч подписчиков, а посмотрели 2500. Не думаю, что вам не интересно, думаю, вам не порекомендовал YouTube мою прогулку в Риме. Я там устал, измучился, да и вам хотел разнообразить. Я вам оставлю ссылку, ну, посмотрите, у кого будет желание. И кому надоест эта моя нудная работа. Но, судя по комментариям, многим нравится. Кстати, выложу еще раз, меня позвали на ту лестницу, я красил. Кто смотрел, не смотрел, ну, там, может, немножко скучно, но, тем не менее, это работа. Я же вам показываю все работы, которые делаю. Что-то больше, что-то меньше, что-то интереснее, что-то нет. Ну, в любом случае, можно что-то озвучить и что рассказать мне вам есть всегда. Новым зрителям напоминаю, что я здесь уже 20 лет, и у меня столько работ переделал. Если бы я этот канал начал лет 10 назад, ого, у меня уже тут такая коллекция была бы. Кто-то мне сегодня тоже посоветовал, и, возможно, я рискну такое. У меня очень много в телефоне, даже за последний год насобиралось каких-то кусочков разных, с разных мест. Вот, наверное, я один раз сделаю такой винегрет и все выпущу в одном видео. То есть
Наверное, тоже будет по-своему интересно. Ну а это покажу вам ключевой момент, ради которого я приехал в Рим, и кто не успел посмотреть это видео. А кто смотрел, я забыл вам выставить один кусочек, там сильно большой развлекухи, ну сами оцените какой. Полетали там парашютисты, подымили, развернулись и приземлились. Вот так вот я 3 часа на жаре простоял, чтобы посмотреть вот этих летунов. Но люди бедные уже даже хлопали и радовались хотя бы этому. Потому что бедолаги уже с теми телефонами в руках просто устали. У них отнимались, наверное, руки в ожидании этих самолетов. Ну и так как я человек непредсказуемый, сначала я удивил себя, что-то мне захотелось гитару. Купил. Ну, теперь я удивлю вас. Я лет 40 не играл на ней, поэтому игру с меня еще тот. Ну, я что-то буду вспоминать, что-то подучивать. Ну и как-нибудь что-нибудь вам сыграю. Ну, а пока я балуюсь, вот она у меня стояла месяц. Сегодня достал. Ты вроде что я знаю. Ты что скажешь? Что ты молчишь? Нормально что-то получается, не получается. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакала. Иди. Такую развлекуху я нашел. Так что, когда меня все уволят, вы перестанете смотреть мои видео, зарабатывать мне не будет негде, я стану старый, пойду в метро и буду бренчать. Какие-нибудь пару копеек мне на жизнь набросают. И кто-нибудь будет из вас проходить где-нибудь, а я там в метро лобаю. О, да это же Андрюха блогер, надо дать ему пару евро, блин. Надеюсь, так и будет. Я шучу, но все-таки чем черт не шутит.